Друзья, привет гости канала. Привезли мы рыбку с Ахтубы. Хотим ее покоптить. Для этого нам понадобится сама рыбка, соответственно. Понадобится нам главный ингредиент соль. Она у меня первого помола. Желательно использовать крупную соль. Понадобится черный перец, горошек. Понадобится душистый горошек, тоже перец. Понадобится нам лаврушка. Мы ее с юга привозим вот так в коробку. Детский подарок складываем, храним. Там рвем, сушим. Итак, что мы делаем? На 1 килограмм рыбы нам понадобится 40 грамм соли. Это если сухой посол. Если мы делаем тузлук, то на 1 килограмм рыбы нам нужен 1 литр воды, 80 грамм соль. Варим тузлук 10 минут, остужаем, заливаем рыбу, солим двое суток, ну и так далее. Там, как обычно, в общем, потом мы ее промываем, вялим и так далее. Но я буду делать сухой посол. То есть, что мы делаем? Нам понадобится черный горошек. То есть, я буду делать сразу заранее. Сейчас покажу. У меня еще старая соль осталась. То есть я делаю сразу много соли, килограмм 2, потом храню вот так вот в банках. У меня просто мало осталось. То есть я буду делать не на это количество, а сразу много сделаю. То есть на 1 килограмм соли, черного горошка я буду использовать 2 столовые ложки. Перец, горошек 20 штучек. То есть вот я все это насыпал. И лаврушки мы будем использовать 6 штучек. Сейчас я рыбу вспотрошу, потом буду солить. Сейчас пока сделаем соль. То есть прогреваем сковородку. Я для таких целей использую чугунную сковородку, потому что она лучше прогревается. Это еще, грубо говоря, бабушкина сковородка. Перец я размолол, размял, так сказать. Друзья, у кого нет ступки, допустим, походный лайфхак. Берете кружку, желательно закругленную. Любую толкушку, деревяшку, ручку от ножа и разминаете, так же как в ступке получается. Но это походный вариант. Итак, перец размяли. Теперь на прогретую сковородку высыпаем соль. Высыпаем специи наши. То есть перец душистый, перец черный. Берем 6 лаврушек. Повторяю, я делаю на 1 килограмм соли. Так, 3, 4, 5, 6. 6 лаврушек. Эти лаврушки берем и вот так руками разминаем до мелкого состояния. Она прям мелкая была. Теперь берем все это дело, обжариваем. Постоянно мешаем. Или перемешиваем. Как правильно. Напишите в комментариях, как правильно мешаем или перемешиваем. Или размешиваем. Так, все, теперь убавляем, делаем средний огонь. На среднем огне всю вот эту смесь мы обжариваем, пока не начнет вкусно пахнуть. Соль у нас потемнеет, а специи начнут потрескивать.
Так, сейчас поставлю на паузу, как доделаю, я продолжу. Вот соль у нас начинает уже темнеть. В общем, чтобы были понятны пропорции, то на 10 килограмм рыбы идет перец душистый примерно 5-7 горошин, перец черный горошек 1 столовая ложка, лаврушки 3 штуки. И соответственно на, так, что получается, и 400 грамм соли. Это, повторяю, на 10 килограмм. Вот этим рецептом жерех очень вкусный. С Казани я привозил весной. Коктейли жереха. Вообще отличный получается. Ну а так вообще можно любую рыбу. Вчера ездили на рыбалку. Поймали вот таких вот судачков. То есть тут вот покрупнее. Ну, такой вот не влазит на разнос, в общем. В коптилку померил, вроде входят. Все, соль у нас потемнела. Пошел такой небольшой дымок. Выключаем. И помешиваем. Остужаем соль. Итак, друзья, пока соль у нас остывала, лещей я спотрошил. Хорошо промыл. Жабры я тоже всегда убираю. Сейчас даем рыбке стечь, чтобы вся вода с нее ушла. Потом будем солить. Чтобы рыбка стекла, я вот так вот ее ставлю на разнос. Сюда подкладываю блюдечко. У меня получается разнос под наклоном. Все стекает сюда. Потом водичку выливаю. Там 5-10 минут и можно засаливать. Так, друзья, соль остыла, рыба стекла. Свои запасы соли я пополнил. Теперь можно рыбку обтереть полотенцем внутри и снаружи. Можно не делать, я не обтираю. То есть что я делаю? Теперь берем и всю рыбку хорошенько натираем вот этой нашей смесью. Соль берем крупную, почему? Потому что она меньше всасывается вовнутрь. Лишнюю потом можно убрать. Таким макаром все втираем. Рыбу мы будем солить. Ну, вообще желательно солить 3 часа, точно, чтобы она лежала на одной стороне, потом переворачиваем. Но я так не делаю. Я солю 5 часов рыбу, потом лишнюю соль убираю, вялю. Ну, все это я покажу сейчас. Так, сейчас, в общем, всю я рыбку натру, и мы продолжим. В общем, друзья, рыбку натерли. Столько соли у меня еще осталось. Больше половины. В следующий раз. Берем эту соль. Закрываем и храним. В следующий раз будем также солить и коптить. Все, я рыбку оставляю на 5 часов. Дальше продолжим. Пока наши лещи солятся, я вот тут чухоньку засолю еще. То есть обсыпаем ее хорошенько. Сверху хорошо просыпаем. Оставляем на сутки. Потом подгнет. В общем и так далее. Как солить рыбу под вялку, можно посмотреть у нас на канале. Есть ролик. Называется обзор базы у Олега, река Казань. Там мы показываем подробно, как мы солим воблу. Здесь принцип такой же. Так, ну в общем как-то так. Наводим порядок. И ждем, пока она просолится. Итак, рыба у нас просолилась. Вот эту всю соль лишнюю надо сейчас убрать. То есть вот она у нас. Рыба сейчас уже держит форму.
То есть она просолилась. Вот так она у нас получается. То есть внутри перчик. Что мы делаем? Берем китайские палочки, это для суши, для роллов. Примерно нам надо вот так. Вот так вставляем сюда. Получается вот такая штука. Сейчас сделаем все вот так вот рыбки. И идем на улицу, вывешиваем. Вялим 1 час. Сейчас я все сделаю. Повешу. Дальше продолжим. Друзья, сейчас сезон мух. У меня вот такая штука есть. Я ее усилил вот проволокой, если видно. То есть вот поставил перемычки 1, 2, 3, 4, так на каждой. И нижнюю я обрезал сетку. Вот тут сетка еще была, чтобы можно было в облу вешать. То есть вот соль убрали, ставили палочки и вялим час. Можно побольше, 2-3 часа. Но у меня скоро гости придут. Поэтому я сейчас повялю часик. И в коптилку. Такая вот штука, в общем, висит у меня. Рыбка вялится. Так, друзья, берем березовый уголь, пока рыба вялится. Выровняли примерно на длину вашей коптилки. Так. Такие 2 железки у меня есть. Я их вот так делаю. Ставим сюда коптилку. Ставили. Содержимое вынимаем. Так, эту штуку вынимаем. Куда вся у нас фигня с рыбы стекает, в общем, надо называть. Так, коптить я буду абрикосовая щепа для копчения. 2 пакета использую. Стоит 70 рублей. Есть грушовая, вот такой большой. Стоит 100, сколько? 35. 135. Она помельче. Так, вот так вот выравниваем здесь. Все это дело. Так, все, засыпали. Ставим поддон, куда стекает все какашки с нашей рыбы. Горелые, там, не знаю, слизь, жир и так далее. Какашки ты уже из нее вынул. Да, вынул. Так, ставим 1 и оставляем пока. Ждем, пока рыба подвялит. Достаем с нашего ларца нашу рыбку. Она у нас подвялилась. И закладываем ее сюда. Так, где, да? Маленькая. Палки мы забираем. Ставим 2-й ярус. Складываем оставшуюся рыбку. Закрываем. Угли распределяем равномерно. Прогорят, потухнут. Мы шашлыки не собираемся жарить, нам полностью они прогоревшие. В общем-то и не нужны. Нам главное, чтобы был жар. Жар постоянный.
что в отличие от костра не получится. Все. Ложим показанные ранее наши железяки. Ставим нашу коптилку на огонь. Ждем 40 минут, вытаскиваем нашу рыбку. Из мешка делаем вот такие штуки. Берем за ручки, снимаем, открываем. Вот такая у нас здесь красота. Так, сейчас мы уберем в сторонку. Теперь вынимаем отсюда рыбку и даем ей постоять, остыть, проветриться. Так, один есть. Сейчас второй. На углях дети могут зефир еще пожарить. Проваливаются демоны. Так, вот второй наш экспонат. Тоже такой золотистый весь. Также ставим. Даем остыть. Потом выкладываем на разнос. И ко столу. Так, друзья, у нас все готово. Сейчас мы откроем и увидим, что у нас там получилось. С этой стороны, наверное, удобнее будет. Так, вот такая красота у нас получилась. Теперь такую красоту можно подавать ко столу. Приятного аппетита!